Большинство байкальских берегов мало подходят для пляжного отдыха. Суровая природа, короткое лето, холодная даже в самые жаркие месяцы вода делают озеро привлекательным лишь для любителей активного туризма. Но на Байкале есть уголки, которые придутся по вкусу не только специалисту по выживанию в дикой природе. Например, побережье Чевыркуйского залива, второго по величине залива Байкала. Местные жители называют Байкал морем, а берега Чевыркуйского залива вместе с его островами – Подлеморьем. Когда-то, по геологическим меркам совсем недавно, несколько тысяч лет назад, Чевыркуйский залив был проливом, а полуостров Святой Нос – самым большим островом на Байкале. Назывался он совсем по-другому, возможно, морда осетра, так переводится бурятское название полуострова. Две реки, Малый Чевыркуй и Баргузин, несли в воды пролива ил и песок. Мало-помалу они заполнили пространство, отделяющее остров от материка. Остров превратился в полуостров, а пролив — в залив. В 1986 году на берегах залива был основан Забайкальский национальный парк. Это самый молодой парк на Байкале. Он занимает западный склон Баргузинского хребта, полуостров Святой Нос, акваторию Баргузинского и Чевыркуйского заливов и архипелаг Ушканьи острова. Большая часть территории национального парка труднодоступна и мало посещаема людьми. А вот побережье Чевыркуйского залива в полной мере испытывает на себе нагрузку тысяч посетителей. Залив привлекает не только своей суровой первозданной красотой. Такого количества уютных, закрытых от всех ветров бухточек нет, пожалуй, больше нигде на Байкале. Как радушный хозяин, Чевыркуй всегда рад гостям. Но в последнее время справляться с наплывом туристов ему приходится все сложнее. Порой у него появляются неожиданные помощники. Только вот пользы от такой помощи нет ни заливу, ни его гостям, ни мохнатому мусорщику. Отучить медведя от поедания остатков с человеческого стола невозможно. Он теряет страх и часто становится мародером и убийцей. Привыкнув к легкой добыче, медведь подписывает себе смертный приговор. В Чевыркуйском заливе 7 островов. Все они объявлены заповедными и находятся под охраной Забайкальского национального парка. Самый крупный остров – Большой Бакланий.
Он расположен в центральной части залива, ближе к его восточному берегу. Остров густо порос лесом, который спускается с гребня до самого уреза воды. Как и все острова залива, Большой Бакланий необитаем. Но, возможно, так было не всегда. Тысячелетия назад здесь жили люди. Сейчас в водах вокруг острова и на его песчаных пляжах находят глиняные черепки, свидетельство существовавшей когда-то древней цивилизации. Несмотря на название, бакланов на острове нет. Хотя еще совсем недавно эти птицы в больших количествах гнездились на его утесах. Впрочем, как и повсюду в заливе. Судьба бакланов на Байкале драматична и поучительна. Не так давно это была самая распространенная птица в Чевыркуйском заливе. По свидетельству одного из первых исследователей Байкала, академика Георги, в конце 17 века этих птиц было так много, что им не хватало места на скалах, и они строили свои огромные гнезда даже на кедрах. Но в середине прошлого века бакланов на Байкале не стало. Совсем. В голодные военные годы яйца бакланов, да и самих птиц в больших количествах употребляли в пищу. Затем бакланов объявили вне закона. Их обвинили в нанесении огромного ущерба рыбным запасам озера, и птиц стали повсеместно уничтожать. В результате с берегов Байкала исчез не просто один из видов птиц, а очень важный фактор естественного отбора, ведь добычей бакланов становились ослабленные и больные рыбы. Бакланы начали возвращаться на родные берега только через 50 лет. Сейчас колония насчитывает несколько тысяч птиц, и их численность продолжает расти. Как ни странно, но полувековое отсутствие этого истребителя рыбы не увеличило уловы. Более того, количество рыбы в сетях рыбаков Подлиморья продолжало уменьшаться. А между тем, сравнительно недавно о несметных рыбных богатствах Байкала ходили легенды. В конце 17 века опальный протопоп Аввакум писал: «А рыба зело густо в нем, а сетры и таймени, и стерляди, и омули, и сиги, и прочих родов много. В океане море большом я таких не видывал». Осетровое стадо на Байкале было практически истреблено уже к началу 20 века. Тогда на первый план вышел простонародный омуль. В летнее время основным промысловым способом добычи омуля был и остается ставной невод, ставник, как называют его рыбаки.
Это огромная сетчатая ловушка, которая устанавливается в месте обитания омуля на весь рыболовный сезон. Работает она просто. Рыба заходит внутрь, а выйти оттуда не может. Ловушки ежедневно проверяют. Если повезло, рыба отправляется на берег на переработку, а опустевшая сеть опускается в воду. В этот раз рыбакам повезло. По нынешним временам это очень хороший улов. Но бывали времена, когда омуль вылавливался тоннами. В довоенные годы добывали до 10 тысяч тонн омуля в год. Это 150 железнодорожных вагонов. Вот тогда-то и пели байкальские рыбаки об омулевой бочке. И не переживали о бесчисленных стаях бакланов, спокойно гнездившихся на островах и мысах залива. Но не только омуль прославил Чевыркуйский залив. В его хорошо прогреваемых солнцем бухточках водится окунь, щука, сорога, хариус. С самого начала лета, как только заканчивается нерестовый период, на берега залива устремляются тысячи рыболовов-любителей. У подножья сопок Светоносского хребта вырастают палаточные фабрики по вылову и переработке рыбных богатств. Но главная ценность Забайкальского парка находится за пределами Чевыркуя. Это архипелаг Ушканьи острова. Ушканьи значит «заячьи». В Сибири зайцев часто зовут ушканами. Правда, самих зайцев на островах нет. Вероятно, они водились здесь раньше и обратили на себя внимание первых русских пришельцев. А бурятское название островов – Анду-Алтори, что значит «другие острова». Острова необитаемы, только на самом большом из них расположен кордон национального парка и метеостанция. Метеостанция на Ушканьем острове одна из самых старых в Сибири. Она была основана в 1902 году. Именно здесь проводились первые наблюдения за коварной байкальской погодой. Сейчас это одна из немногих станций, сохранившихся на Байкале. Ее сотрудники каждые 3 часа в течение суток фиксируют скорость и направление ветра, количество осадков, температуру, давление и влажность.
Ушканьи острова расположены среди Байкала, величественного и исключительно своеобразного озера. И такое их расположение не могло не повлиять на природу этих небольших, но очень интересных участков суши. За тысячелетия изоляции на них возникла уникальная экосистема с присущими только ей особенностями флоры и фауны. Острова почти сплошь покрыты лиственничным лесом. Но лиственницы Ушканьих островов отличаются от своих материковых сородичей. В немногочисленных описаниях флоры островов эти лиственницы названы бутылковидными. По берегам озера Байкал, а вот на Ушканьих островах гораздо чаще встречаются такой необычной формы лиственницы. И в результате сильных ветров деревья нуждаются в более мощной корневой системе. Вот, в результате вырастают вот такие вот мощные кумли. Поражает разнотравье и разноцветие островов. Здесь, на сравнительно небольшом пространстве, собраны чуть ли не все растения сибирской тайги. С ранней весны и до поздней осени они радуют глаз огромным количеством цветов. Больше цветов здесь только муравьев. Муравейников здесь действительно много, муравьи здесь повсюду и везде. Вот мы нашли один из таких довольно крупных муравейников. Но этот муравейник не самый рекордный. Встречаются на островах муравейники и выше, примерно в человеческий рост. Некоторые ученые объясняют такое количество муравейников, а их здесь более 6000, относительно редкими пожарами. Но у сотрудников парка есть и другая версия. Муравьи здесь практически не знают врагов. Основной враг – это медведь. Медведей здесь нет, поэтому есть время, чтобы построить такое внушительное сооружение для муравьев. На островах отсутствуют и некоторые грызуны и птицы, которые могут повредить неутомимым рыжим труженикам. Ранним утром инспектор национального парка Юрий Будеев отправляется на ежедневный обход, вернее оплыв вверенной территории. Он ходит этим маршрутом уже более 30 лет, порой по нескольку раз в день. Его забота – малые Ушканы, 3 островка в 20 минутах ходу на моторке. Острова – особо охраняемая территория, и их посещение строго контролируется. Что же влечет людей на берега затерянных в сердце Байкала островов? Здесь, в укромных бухточках, древние озера скрывают еще одну свою загадку. На острове, который из-за своей формы получил название Долгий, расположено лежбище, где практически гарантированно можно встретить нерпу. Она выходит на берег и в других районах Байкала, но Ушканьи острова – ее вотчина.
Может, и название островов связано с нерпой, морским зайцем. Так называли ее поморы, которых было немало среди первых русских поселенцев. Байкальская нерпа отлично чувствует себя в воде. Здоровому и сытому зверю нет необходимости выходить на берег. Но жизнь в дикой природе непростая штука. Когда-то надо и отдохнуть по-настоящему. Для байкальских нерп эти острова едва ли не единственное безопасное убежище. Именно поэтому пугать нерпу на лежбищах нельзя. Именно поэтому инспекторы Забайкальского национального парка все лето несут вахту, охраняя покой животных. Нерпа не единственный обитатель островов. Их берега освоили многие виды птиц. В первую очередь это водоплавающие. Но и в густых зарослях малых ушканов есть свои пернатые обитатели. Орнитофауна островов всегда привлекала внимание многих исследователей. Какие здесь птицы встречаются, это оставалось такой загадкой, что ли. Поэтому сейчас мы вот устанавливаем эту сеть, чтобы поймать тех птиц, которые здесь встречаются. Если мы ее поймаем, мы уже будем иметь достоверные данные, что эта птица здесь есть, здесь она водится. При отлове пернатых основная задача не навредить птице. Сеть нужно проверять как можно чаще, чтобы пленник провел в заточении как можно меньше времени. В нашу сеть попала очередная птица. Судя по всему, это кулик. Определять куликов довольно сложно бывает. Но возможность его разглядеть получше дает стопроцентную вероятность. Я думаю, что это сибирский пепельный улит. Главное не поранить птицу при этом, потому что очень легко, конечно, повредить. Поэтому иногда приходится жертвовать сеточкой, но, правда, не часто, но приходится. Чтобы не ошибиться с определением вида, необходимо провести несколько безопасных процедур, которые явно не по нраву птицы. Мы делаем сейчас промеры, чтобы поточнее можно было определить вид. Но скоро страдания ради науки заканчиваются. Ну что, пора на свободу. Много тайн хранят Ушканьи острова. Даже историю своего рождения они не спешат открывать ученым.
Споры об их происхождении продолжаются до сих пор. Ясно одно: породы, из которых они состоят, относятся к самому древнему периоду развития нашей планеты. Ушкани острова сложены самыми разнообразными горными породами. Но первое, что бросается в глаза любому посетителю, это вот эти белоснежные каменные галечниковые пляжи, белые валуны и скалы. Это все мрамор. К примеру, эта каменная скала, это тоже мрамор. Здесь она покрылась лишайниками, потемнела от времени, солнца, ветра. Ушканьи острова – это вершины подводного горного хребта. Он протянулся от острова Ольхон, отделив среднюю котловину Байкала от северной. Острова появились над поверхностью озера гораздо позже, чем образовались слагающие их мраморы, около 1,5 миллиона лет назад. Они и сейчас продолжают расти, поднимаясь из загадочных глубин озера. Подводные склоны островов превратились в удивительную скульптурную мастерскую. А скульптор здесь – байкальская вода. Она, как искусный художник, придает легко растворимым мраморам и кварцитам самые причудливые формы. Не обошлось и без декоратора. Мраморные изваяния покрыты зеленым ковром из байкальской губки. Кажется, она единственный обитатель этого странного и сурового мира. Необычайное богатство подводной жизни Байкала скрыто от глаз случайного наблюдателя. Подводные ландшафты Ушканьих островов кажутся особенно безжизненными. Большие глубины, окружающие острова, препятствовали проникновению сюда многих байкальских организмов. Подводная фауна развивалась здесь независимо от остального водного пространства озера. Это способствовало не только возникновению новых видов. Здесь сохранились также древние формы организмов, которые ранее обитали по всему Байкалу. Путешествуя по Байкалу, забываешь об обычной жизни. Не думаешь о мгле городов, вечной суете и неотложных делах. И даже если ты здесь первый раз, то чувствуешь, что как будто вернулся туда, откуда ушел когда-то. Вернулся к природе. И она встречает тебя своими бухтами, горами, безбрежными водными просторами. Такой нетронутой дикой природы осталось так мало, и Забайкальский национальный парк – одно из тех мест, где она есть, где ее любят и берегут.